Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на 2026 год по 12 домам. Соответственно, мы посмотрим на основные сферы вашей жизни, такие как профессиональная сфера, сфера здоровья, допустим, и сфера отношений для вас, но не по месяцам, как это было, допустим, в предыдущем моем раскладе, вы видели на 2026 год, а именно по вот этим вот сферам, да, то есть давайте посмотрим, что у нас получится. Я напоминаю, пока я перетасовываю колоду, тельцы, вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить лайк, вы можете оставить сообщение, я буду признательна вам в любом случае за любую такую вашу активность в адрес моего канала. Итак, давайте посмотрим, тельцы, что же вас ожидает, соответственно, в 2026 году, год, который уже начался, что же интересного у вас произойдет. Итак, тельцы. Первый дом, второй дом, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12. И также еще дополнительно достаю еще несколько карт. Я сейчас разъясню их значение, соответственно, почему они здесь и что они для вас будут значить. Итак, давайте посмотрим, тельцы, что же у вас получилось в нашем раскладе. Первая карта у вас, которая есть, это тройка жезлов. Что такое тройка жезлов? Что она здесь означает? Почему она выпала в первый дом? Первый дом — это ваше «я». Да, то есть это то, как вы себя проявляете, что вы здесь делаете. А по тройке жезлов вы, скорее всего, будете здесь очень целеустремленными, потому что вы себе поставили какую-то определенную мечту, план какой-то ваших действий, которые вы выполняете, чтобы к этой мечте себя приблизить. То есть вы здесь продвигаетесь к своим целям. Вы здесь очень и очень будете вот такими вот настойчивыми. Вы будете здесь, возможно, искать помощи и поддержки у других людей. Также вы будете здесь готовы помогать другим людям. Вы здесь будете готовы показывать себя лидером. Возможно, вы захотите повести за собой толпу и будете таким хорошим руководителем. Или вы здесь будете готовы работать в команде, да, то есть и показывать свою готовность работать сообща с другими людьми, там, со своими партнерами по работе. Потому что вот вы будете вот настроены на успех, на такую оптимистичную волну, что у нас получится, мы сможем, мы сделаем, да, вот вы себе поставили эту цель. Двигаться вперед, достигать прогресса, и это то, как вы себя здесь проявляете. Вы себя проявляете вот именно таким образом в этом 2026. И также вы будете терпеливо ожидать результатов каких-то. Возможно, вы будете ожидать от кого-то вестей, кто, возможно, находится где-то на расстоянии от вас. Возможно, это какая-то, не знаю, вот ситуация, где вы с кем-то на расстоянии общаетесь, с кем-то из ваших родственников, близких, и для вас важна эта связь, международная связь, да, потому что вот он смотрит куда-то вдаль, как попытка связаться с кем-то, сообщить какую-то информацию, возможно, помочь, если этому человеку будет нужна помощь, то есть вы показываете свою готовность здесь участвовать. Дальше у вас идет карта алхимика, тоже потрясающая карта. Она здесь у вас выпадает на второй дом. А второй дом — это, соответственно, финансовая сфера. Это все, что вам принадлежит, это все, что вы считаете своим в финансовой сфере. И вот по карте мага это прям вообще просто потрясающая карта, потому что она еще в такую позицию выпала, да, в такой дом. Она говорит о том, что вы в целом будете очень и очень здесь, вот опять-таки касаемо, допустим, вашей работы, ваших денег, вы будете здесь, знаете, как будто бы все ваши таланты использовать. Вы будете все ваши навыки, все ваши возможности для карьерного роста, для достижения финансового успеха использовать. Потому что вот вы как будто бы здесь можете разными сферами управлять. Своими знаниями, может быть, и ресурсами для достижения профессиональных целей. То есть у вас здесь время проявлять инициативу, время брать на себя, опять-таки, лидерство, время показать, что вы можете добиться хороших результатов, и вы мастер своего дела, да, такой дока в своем деле. Это очень хороший, благоприятный период для кого-то из вас, чтобы начать там собственный бизнес, допустим, или начать продвигаться по карьерной лестнице, чтобы свои проекты, амбициозные, какие-то для вас важные цели реализовать
реализовывать. То есть вы здесь очень и очень, кстати, хорошо можете привлекать каких-то инвесторов, клиентов, может быть, да, у кого работа связана с людьми, и создавать какие-то прибыльные партнерства, какую-то хорошую такую вот компанию, коллектив людей, где люди будут работать сообща и вот добиваться опять-таки совместных целей. То есть вы такие очень харизматичные здесь, вы такие профессионалы здесь, которые могут открыть все двери, соответственно. Карта первая, да, карта мага. Дальше идет шестерка жезлов. Слушай, такой победитель по жизни. Здесь в третьем доме карта шестерка жезлов. Это сфера вашей связи с окружающими. А связь с окружающими — это могут быть и члены семьи, и родственники, и друзья, да, то есть с кем вы общаетесь. А здесь вот в целом связь с окружающими, вы опять-таки в роли лидера, то есть вот сидит на коне, на белом коне, все внимание на него обращают, он как победитель успешный, как лидер, как человек, на которого равняются, человек, который является примером для других людей. То есть вы будете вот как будто бы возвышаться над другими людьми, и вы будете здесь в общениях в общении там с родственниками, с друзьями, вы будете в центре внимания, на вас будут внимание обращать, к вам будут прислушиваться, будут ваша точка зрения иметь большой вес, серьезный. Дальше идет карта смерти. Вот интересно, почему же она здесь у вас выпала, а выпала она у вас на 4-й дом. А 4-й дом связан, между прочим, с семьей, тоже с родственниками, возможно, и в целом с домом, потому что он говорит о домашних, да, делах, о детях, о родителях ваших, о доме как таковом, может быть, о недвижимости. То есть здесь будет, возможно, необходимость что-то закрыть, завершить, какой-то вопрос с недвижимостью, возможно, завершить, что-то продать или откуда-то уехать, или вот что-то такое, как завершить один этап и начать новый в вашей жизни, который будет другим, трансформироваться, поменять свое отношение, либо трансформировать свое отношение касаемо кого-то из близких ваших, поменять мнение о ком-то, начать смотреть на вещи по-другому, другими глазами. Возможно, здесь такой вариант. Или отпустить кого-то, отпустить что-то, отпустить какую-то неблагоприятную для вас ситуацию по карте смерть. Следующая карта — карта Солнца. Карта Солнца у вас здесь в 5-м доме, а 5-й дом — это дом вашего самовыражения, это дом вашей самореализации. Опять-таки вы можете здесь по самореализации, как ясно солнышко, вы здесь четко понимаете, что вам нужно, в чем вы хотите реализоваться, в какой сфере, каким образом вы можете это сделать. То есть вы все четко, ясно понимаете и видите. И скорее всего вам, опять-таки, если это собственный бизнес, какое-то свое дело, то вы здесь счастливы, что вам удается здесь эти первые шаги делать. Потому что вы, опять-таки, благодаря своей такой притягательности, солнечности, да, теплоте, вы можете здесь очень хороших результатов добиться в каких-то любых начинаниях, соответственно, да, которые могут по карте Солнца быть таким хорошим началом вашей серьезной такой самореализации. Дальше 10-ка кубков. 10-ка кубков в 6-м доме — это сфера ваших будней, это сфера ваших каких-то повседневных дел, также это сфера и здоровья, поэтому про здоровье, скорее всего, достаточно хорошая карта, может говорить о том, что вы здесь будете испытывать хорошее эмоциональное состояние, и оно будет, скорее всего, позитивно влиять и на ваше здоровье тоже, на физическое здоровье. Карта 10-ка кубков в ваших буднях показывает, что вы во многом будете заняты делами домашними, семейными, вас будет интересовать, что происходит там в семье там, ваших детей, внуков, допустим, или в целом, что будет касаться там ваших взаимоотношений в паре, вашей там муж-жена, да, ваши дети, то есть прям вы будете понимать, что вам важно ваше душевное спокойствие за своих близких, и вы будете вот каким-то образом стараться здесь улучшать эту ситуацию, гармонизировать, возможно, отношения еще больше. То есть, стараться вот такой вот мир создавать и сохранять, соответственно, в отношениях. Следующая карта у вас 6-ка мечей. Это 6-ка мечей в 7-м доме. 7-й дом — это партнерские отношения, то есть это не вы конкретно, а это отношения, опять-таки, с коллегами по работе, может быть, с деловыми партнерами или с человеком, с которым у вас отношения, если у вас такой есть. Может говорить, если у вас есть отношения, да, если вы в паре, что это возможность перейти на новые этапы, новый уровень отношений, создать семью. Вот, кстати, 10-ка кубков — это карта брака, да, может быть, создать семью для кого-то. И
по шестерке мечей вместе со страшным судом здесь как получить что-то желаемое, что-то для вас важное здесь, то, что вы заслужили. Да, может быть, вы встречались с этим человеком, получаете здесь предложение, да, и это полностью переворачивает там вашу жизнь, потому что страшный суд, он переворачивает ваши будни, да, карта страшный суд. Но также здесь страшный суд — это как возвращение к чему-то из прошлого. И карта шестерка мечей. Если мы говорим про партнерские отношения, здесь может быть возвращение к каким-то партнерским отношениям, которые у вас были ранее, к каким-то коллективам, с которыми вы раньше работали. Может быть, здесь по шестерке мечей будут какие-то ситуации, где вы, если вы в паре, можете вернуться к вашему бывшему партнеру, ваши отношения. Поэтому страшный суд, да, вернуться, переоценить ситуацию, и шестерка мечей изменить эту ситуацию, ну, как хотелось бы думать, к лучшему, да. Поэтому шестерка мечей. В целом здесь какие-то хорошие перемены могут быть в отношениях ваших. Кстати, у кого работа была, допустим, не по душе, возможно, вы здесь уходите от одной работы старой, которая вам не подходила, к чему-то новому, и опять-таки ставите себе новые цели, планы, здесь находите новый коллектив, на который вас больше внимания обращает, ценит, вас уважает, и карта алхимика, вы здесь будете в этом уже коллективе вести себя как лидер, и действительно будете замечены, и получаете то, что вы заслужили, добиваетесь успеха. Опять-таки. Дальше идет карта пятерка жезлов. И пятерка жезлов здесь она в этом 8-м доме говорит о, возможно, сексуальной сфере, либо об опасностях. Но вот про опасности, опасность конфликтов, опасность каких-то разногласий, опасность каких-то препятствий, которые вы здесь будете преодолевать. И преодолевая их, можете попасть в какую-то немилость со стороны других людей или какие-то разногласия, которые здесь будут восприняты колко, да, другими людьми, если вы будете здесь как-то неправильно эти конфликты решать. Но опять-таки в сексуальной сфере, но здесь больше какой-то борьбы, внутренней борьбы, внешней борьбы, противостояния, преград каких-то, которые вы можете почему-то выставлять, если мы говорим про отношения. Но я думаю, что здесь больше внутренних каких-то будет конфликтов, то есть соглашаться с чем-то или нет, следовать своей интуиции, своему внутреннему голосу или здравому рассудку, вот, делать какие-то шаги, которые поменяют полностью вашу жизнь, как-то трансформируют вашу жизнь, кардинально ее изменят, с ног на голову перевернут, или не делать этих шагов. То есть здесь внутренние больше, наверное, конфликты будут иметь место, и опасность вот в таких вот конфликтах увязнуть. Дальше идет карта императора, карта, которая здесь у вас выпадает на 9-й дом. Это карта личного роста, и эта карта именно личного роста, она больше о духовном росте, она больше об образовании. То есть да, если бы мы говорили о карьере, то здесь прям вместе с магом прям такой хороший начальник, это такой вот человек, который здесь был бы хорошим руководителем или бизнесменом, соответственно, по императору. Здесь возможность такого роста. Но эта карта, она выпала все-таки в 9-м доме. 9-й дом, он больше про какой-то ваш духовный рост, возможно, про вот такие вопросы здесь, да. И в целом про духовность можно говорить о том, что вы здесь будете, возможно, стараться выстраивать прочный фундамент через соблюдение каких-то принципов, законов, которые будут соответствовать вашей морали, возможно. Также вы можете здесь и структурировать как-то ваш духовный путь или реализацию, соответственно, да, вашего роста, развития как такового. Возможно, вы здесь находите для себя такого наставника или учителя тоже, и это позволяет вам расти и развиваться духовно. Дальше идет королева жезлов. Королева жезлов здесь в 10-м доме. 10-й дом — это дом карьеры, это дом вашего карьерного роста. И да, действительно, если говорить про королеве жезлов, это не ваша стихия, а стихия огня, но вы здесь можете в плане карьеры вот таким вот образом себя и проявить. А королева жезлов в плане работы, в плане карьеры, она в целом говорит о том, что вы здесь будете очень и очень успешными лидерами, вы будете здесь каких-то творческих достижений реализовывать или карьерного расцвета здесь как раз добиваться, и он будет у вас происходить. То есть это время, когда вы будете иметь какое-то признание профессиональное,
профессиональное. Вы здесь будете достаточно успешны в любых проектах творческих, любых проектах, любых ваших инициациях. Вы будете очень хорошим руководителем, если у вас есть необходимость руководить командой и управлять другими людьми. Опять-таки, для начала собственного бизнеса хорошие карты. Для того, чтобы вот что-то, что вот вам очень нравится, да, что вам хочется реализовать, что вызывает у вас такой страсть, желание, очень тоже хороший период. То есть вы очень харизматичны, вы очень уверены в достижении своих профессиональных целей, в том, что у вас получится достичь финансового успеха. Она такая здесь в золото-зеленом, да, одеждах, то есть вы здесь настроены на материальное благополучие, на успех материальный, и понимаете, что для этого нужно трудиться, работать, и вы это делаете. То есть в плане карьерного роста такая очень хорошая карта. Дальше 11-й дом. 11-й дом — карта Иерофанта. 11-й дом — это дом ваших надежд и ваших планов. Также может говорить про ваших друзей. Но вот в целом, если мы говорим про эту позицию, допустим, о надеждах или планах, то у кого-то здесь есть надежда решить какой-то вопрос вашего брака или надежда вступить в брак, кто ожидает такого предложения, возможно, да, то есть ваши планы, возможно, здесь как-то планы могут быть связаны с вашим браком, с вашей семьей, с какими-то вопросами, которые в вашей семье будут важны здесь в этот период. И карта Иерофант. Друзья, даже не знаю, ну то есть, да, возможность найти такого близкого по духу, по ментальному какому-то состоянию духа человека себе, да, друга. Но вот больше здесь ваша озабоченность семьей, традициями, как должно быть, как правильно, как поступить правильно, как вот, да, действовать правильно, чтобы, может быть, создать семью. То есть в любом случае хорошая карта достаточно. Дальше карта Повешенной, карта на 12-й дом у вас выпадает, карта скрытых тенденций, возможно, или каких-то ваших сил скрытых. Это карта, которая здесь показывает, что, возможно, если возникать будут какие-то препятствия или неблагоприятные обстоятельства, может быть, какие-то недоброжелатели ваши или какие-то враги, вы сможете поменять свое отношение, посмотреть на вещи по-другому. То есть вы сможете здесь иметь в себе вот эту силу пересмотреть какие-то вещи. Возможно, то есть вы будете сильны в том, чтобы в этой паузе, в этой остановке, которая вдруг у вас может возникнуть, или в той внутренней борьбе, которая у вас происходит, поменять свое отношение к каким-то вещам. Это ваша скрытая возможность здесь. Дальше идут такие карты у вас здесь. Вот карта правосудия дополнительная, которую я доставала. Королева мечей, страшный суд. Правосудие выпадает рядом с тройкой жезлов, и она в целом говорит о том, как вы будете себя показывать, опять-таки, да, какая так называемая маска будет вами одета здесь. И по карте правосудия вы будете здесь хотеть быть такими справедливыми, будете хотеть быть такими честными здесь. И особенно если мы говорим с тройкой жезлов, в достижении ваших карьерных успехов, возможно, или каких-то договоренностей с другими людьми, когда вы будете там совместные контракты с кем-то подписывать, возможно, когда вы будете здесь решать какие-то юридические дела или юридические вопросы правового плана, каких-то официальных документов, которые вы оформляете. То есть вы показываете всем, что вы честны, что вы правдивы, что вы максимально прозрачно действуете. Вы будете говорить, что все по закону, что все очень верно, да, что все справедливо, что вы честные, правдивые, объективные. Возможно, вот вы так будете себя здесь проявлять, и вы будете хотеть какого-то баланса, вы будете хотеть здесь ответственно выполнять вашу работу, какой-то, знаете, как последовательность действий свою здесь продумывать очень хорошо. Вы здесь будете находить хорошие решения, взвешенные решения в тех вот вопросах, которые касаются здесь достижения ваших целей, то есть тех планов, которые вы перед собой ставите. Также здесь следующая у вас королева мечей. Вот королева мечей — какая-то ситуация негативная, кармическая, от которой вы хотите уйти. Может быть вовлечен как-то воздушный знак здесь будет, потому что очень много весов, может быть близнецов, водолеев здесь есть. Возможно, либо по королеве мечей вам хочется отсечь какую-то ситуацию, трансформировать ее, что-то, что вам не нравится из прошлого. Возможно, хочется это обсудить, проговорить, сказать честно, что вы думаете, что вы чувствуете по этой королеве мечей. Либо здесь честно узнаете от кого-то правду определенную, которая заставит вас здесь от чего-то отказаться или опять-таки поменять отношения, трансформировать ваше сознание в отношении этого вопроса, когда вы узнаете эту правду, да, правдивую, честную.
страшный суд. Мы уже говорили, что это опять-таки про партнерские отношения, или в отношениях любовных, или в бизнесе, как возвращение к чему-то забытому, или возможность здесь добиться успеха путем перемен к лучшему с шестеркой мечей. И у вас есть эта возможность, успешная возможность, которая вам дается. Дальше десятка пентаклей, и вот здесь вот она про благополучие материальное, она про богатство говорит, и это то, к чему вы можете здесь стремиться, то есть стремление вашей работой, королева жезла, вашей целеустремленностью. Мы так хорошо уже эту карту разбирали здесь в целом по десятке пентаклей, прийти к финансовому успеху, к благополучию финансовому, к ощущению вот этой стабильности вашей в жизни. Здесь, да, изображена семья, потому что для разных людей значение богатства может отличаться. Кому-то богатство — это деньги, кому-то богатство — это семья, близкие рядом. Вот что для вас богатство? Но здесь вот в плане карьеры она выпадала, да, и я ее докладываю на карьеру, на рост развития в карьере вашей, то здесь, скорее всего, да, какое-то как стремление развиваться в плане карьеры, чтобы заработать денег, может быть, позволить себе обеспечить вашу семью или что-то вот большее позволить вашим близким, как раз потому что вы можете здесь заработать, вы можете здесь приложить усилия, как-то обеспечить их, как раз благодаря, опять-таки, этому росту в плане работы. Дальше у вас идут такие карты здесь. Это карта девятка кубков и четверка кубков. И вот девятка кубков — это карта, которая здесь выпадает у вас на так называемую, как бы это сказать, как вот основной тон, да, основной тон, фон этого года, то есть 2026 года, периода, который у вас здесь есть. И по девятке кубков это хороший период. Маг, а тут такие карты у вас, шестерка жезлов, солнце, да, то есть, не знаю, император, тут лучше солнце, если есть солнце в раскладе, и маг, это уже прям очень хороший расклад. Карта страшного суда, успешности такой. То есть девятка кубков, ощущение счастья, достатка, благополучия, каких-то излишеств, которые в вашей жизни будут в этом 26 году, ощущение действительно себя счастливым человеком. И вот четверка кубков, которая здесь тоже у вас рядом есть, это то, что может вас удивить. А удивить, опять-таки, здесь такой момент. Здесь вот, допустим, в этой колоде так она выглядит, эта карта. В Таро Тота, допустим, Таро Алистера Кроуля, она выглядит по-другому и называется лакшери, пресыщение. То есть пресыщение какими-то вещами. Вас может удивить, что у вас чего-то, ну, прямо через край много. Это первый момент. И, возможно, это будет даже вызывать какую-то апатию в какой-то момент, в какой-то этап 26 года. Но и также вас может удивить, что вам предложится какая-то возможность, которую вы даже не ожидали, да? То есть она вам вдруг дается неожиданно, может быть, вы даже не думали, что это золотая возможность вам представится, но вот вам как будто дается хорошее предложение. Это для вас будет удивлением, неожиданностью такой своего рода. И туз мечей, который дальше у вас есть, это карта совет, по сути, что вам нужно делать, чтобы достичь материальных целей, как добиваться успеха, быть деятельными, активными, решительными, действовать, вот знаете, как смело, находить решения из сложных ситуаций. Вы всегда будете находить выход, и вам будут приходить идеи, как найти выход, как решить определенные вопросы, как, возможно, отсечь что-то лишнее, ненужное, что тормозит ваше развитие, трансформироваться, измениться, чтобы развиваться дальше. То есть это такой совет: отсечь ненужное, отсечь лишнее, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, отрезать все ненужное, двигаться дальше для достижения ваших целей и принимать такие решения смело, понимая, что вот решено, сделано, да, на корню, так вот. Дальше идет принцесса кубков у вас. И принцесса кубков — это вот, наверное, такой духовный опыт, который вы получите здесь вот в 2026 году. Принцесса кубков, или ее еще называют паж кубков. Соответственно, да, она такая карта кубков, карта эмоций, карта чувственная очень. Она больше говорит, если мы говорим про какой-то духовный ваш рост, возможно, да, она говорит о том, что вы будете, ну, знаете, как будто, может, какие-то сны видеть, которые будут вам здесь помогать, какими-то подсказками будут. Вы здесь постараетесь доверять больше своему внутреннему голосу, возможно, больше интуитивными будете стараться прислушиваться к себе. И опять-таки вам здесь нужно будет
ну вот по принцессе кубков, быть готовыми какие-то хорошие предложения принимать, потому что они будут тоже способствовать вашему духовному росту, развитию, то есть не закрываться от возможности решить какие-то дела, какие-то ваши проблемы, если вам такая возможность дается. То есть быть открытыми, легкими в этом отношении и не бояться, да, каких-то новых возможностей здесь. Принцесса кубков — это как раз тоже про рост вашей духовности, открытости здесь в отношениях с другими людьми. Карта принцесса кубков. Возможно, какое-то предложение от кого-то сделает вас более духовными, более интуитивными, более такими развитыми в плане духовности. Давайте мы посмотрим еще на такой момент. Я обычно триады еще рассматриваю, останавливаюсь на них вкратце пару минут буквально. Огненная триада, то есть триада, которая включает в себе первый дом, это вот тройка жезлов, это пятый дом, это карта солнца, да, и девятый дом, это император, то есть потрясающий император с солнцем и с картой, собственно, тройка жезлов, то есть движение к целям, император и солнце через ясное, четкое видение ситуации, это то, что показывает здесь ваш темперамент и ваше личностное развитие, вот оно будет действительно таким очень солнечным, позитивным, вы здесь будете чувствовать себя лидером, вы будете здесь принимать какие-то решения разумные, вы готовы будете вести за собой толпу других людей, и также, возможно, вы сможете здесь решить какие-то законные вопросы, касающиеся, может быть, такого императора, потому что вы четко и ясно видите происходящую картину, происходящие ситуации или события, и вы попытаетесь здесь как-то договориться или, может быть, даже на расстоянии договориться. Тройка жезлов — это про общение на расстоянии. Следующая триада у вас — это триада Земли. Триада Земли включает в себя такие дома, как второй дом — это карта алхимика у вас, это шестой дом, карта десятка кубков, и девятый, простите, пожалуйста, и десятый дом. Да, перепутала, десятый дом, то есть королева жезлов, то есть королева жезлов, десятка кубков, карта алхимика, это триада земная, то есть о стабильности, о таких материальных аспектах вашей жизни, когда вы будете здесь в плане денег, работы, способны будете, карьера ваша может расти, королева жезлов и алхимик, благодаря вашей такой амбициозности, вашей способности притягивать к себе других людей, и десятка кубков, ваша способность здесь выстраивать такие отношения по десятке кубков, когда вы будете чувствовать спокойствие душевное за ваше материальное состояние, да, за то, что вы можете обеспечить, может быть, свою семью деньгами, которые вы зарабатываете, то есть ощущение стабильности, которое вам дает эта триада. Следующая триада — это триада воздуха, которая раскрывает ваше ментальное состояние, ваши идеи, ваши мысли. Это шестерка жезлов, это иерофант, и это это шестерка мечей в седьмом доме. И, соответственно, здесь могут быть действительно шестерка жезлов, вы в центре внимания, потому что вы решаете какие-то семейные вопросы, вам приходит решение, идея о каких-то вопросах брака или традиционных ценностей для вас, касающихся вашей семьи, к примеру, и вы готовы к каким-то изменениям, переменам в вашей жизни, к лучшему по шестерке мечей, вы готовы к этим переменам, вы движетесь к этим переменам и интересуетесь этой возможностью, соответственно, и принимаете успешное, мудрое решение. То есть это то, о чем вы думаете здесь, как тоже основная для вас мысль в 2026 году. И также триада водная, то есть ваши чувства, ваши эмоции, ваши желания, возможно, которые здесь проявляются в четвертом доме. Это карта смерть, это карта повешенный, и это карта пятерка жезлов. И вот в плане чувств, вот здесь будет такая борьба чувств, потому что здесь вот, знаете, как будто вы будете сами с собой спорить, вы будете сами с собой находиться в диссонансе в какой-то момент. Вам нужно будет остановиться и сделать паузу, чтобы разобраться в себе и в своем отношении к ситуации, потому что нужно будет по карте смерти что-то кардинально в себе поменять. Ваши чувства будут, вот, знаете, как перевернуты с ног на голову, потому что вам нужно будет либо от чего-то отказаться, либо здесь что-то изменить сильно в своей жизни. Каким-то образом это повлияет сильно на ваши чувства или на ваши взаимоотношения с кем-то. Поэтому здесь вот такая вот ситуация касаемо чувств, касаемо ваших эмоций, которая может быть не самой простой. И вот именно в эту триаду, то есть в триаду водную, то есть именно сфера ваших чувств, ваших желаний, может быть, вы здесь получаете
немножечко не совсем то, что вы желали изначально, да, и это переворачивает ваше отношение к вашим целям. Перестраиваете свои цели, меняете свои цели. Но вот именно эта триада, она вот такая здесь немножечко напряженная. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для тельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.